Всем привет! С вами вновь проект Акасса, и сегодня мы говорим о таком интересном атрибуте Центральной Азии, который присутствует практически у каждого из народов этого региона. Атрибут вкусный, ароматный и всегда вызывающий только положительные эмоции. Сегодня мы говорим о плове. В мире существует сотни разновидностей плова. Как известно, плов – это традиционное блюдо восточной кухни, которое приготавливается из риса, мяса, животного жира, овощей, фруктов и специй. В переводе с древнеиранских языков слово «плов» означает «вареный рис». С литературного индийского языка санскрита плов переводится как «рисовый шарик». На сегодняшний день плов стал неотъемлемой частью национальной кухни многих стран мира. Его готовят как к случаю праздников, так и к ежедневному столу. Но откуда и когда пришло к нам это блюдо? О времени и месте происхождения плова существует немало легенд. Согласно одной из них, история плова берет начало в IV веке до нашей эры во время похода Александра Македонского в Центральную Азию. Другая легенда рассказывает, что появление плова – это заслуга знаменитого мусульманского ученого и мыслителя Авиценны, который жил на территории Ирана в X веке нашей эры. Третье предание гласит, что рецепт плова был придуман поваром средневекового завоевателя Тамерлана во время его похода на Ближний Восток. Многие страны претендуют на почетное звание родины плова. Среди них Индия, Китай, страны Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Если рассматривать современный плов, то с большей долей вероятности родиной именно современного плова является регион Центральной Азии, а конкретно земли междуречья Сырдарьи и Амударьи. В настоящее время здесь расположены два государства – Узбекистан и Таджикистан. В пользу этой версии говорят следующие моменты. Во-первых, с географической и исторической точки зрения земли междуречья центральноазиатских рек Сырдарьи и Амударьи всегда являлись местом стыка двух крупных цивилизаций. Это кочевой мир Турана на севере и оседлая земледельческая ираноязычная культура на юге. В течение многих веков в регионе междуречья Сырдарьи и Амударьи происходило смешение различных культур, этносов, религий и традиций. Этот микс нашел свое отражение в появлении смешанных архитектурных стилей, религиозных вероучений, традиций и в том числе и кулинарных. Поэтому плов – это блюдо, в котором соединились ингредиенты двух культур – кочевой в виде мяса и жиров и оседлой в виде риса, овощей и специй. А значит, территория современных Узбекистана и Таджикистана идеально подходит для того, чтобы называться родиной современного плова. Во-вторых, существуют народные предания, которые указывают на появление плова в междуречье рек Сырдарья и Амударья. В древности на этих землях располагалась Сагдиана – страна оседлых, трудолюбивых земледельцев и торговцев. Древние сагдийцы считали своим предком и покровителем бога земледелия Бобо-Дехкона, чье имя в переводе означает «прародитель земледельцев». Согласно легенде, Бобо-Дехкон первым открыл зерновые культуры, создал плуг и вспахал землю. Затем он научил местные народы высокой культуре землепашества, огородничества, ремесел и кулинарии. Поэтому, если посмотреть на карту, то можно заметить, что места, где наиболее развиты традиции приготовления плова, совпадают как раз-таки с тем ареалом, где почитается тот самый культ Бобо-Дехкона. Каждый народ, который приходил на эти земли, смешивался с местной оседлой культурой и привносил в нее свои национальные особенности. Возможно, именно этим можно объяснить то, что именно в национальных кухнях узбеков и таджиков присутствует наибольшее количество видов плова. Можно сказать, что сколько существует местностей в Узбекистане и Таджикистане, столько и видов плова. Кроме этого, в культуре народов Узбекистана и Таджикистана сложилась целая самостоятельная традиция, связанная с пловом. По самым скромным оценкам узбекских кулинаров существует не менее 130 сортов узбекского плова на сегодняшний день. Наиболее известными виды плова являются ташкентский, ферганский, самаркандский, бухарский и хорезмский. А виды риса при приготовлении плова насчитывают свыше 7000 видов. При этом предпочтение отдается сугубо местным высококачественным сортам риса. Например, девзире или лазар. Все это, безусловно, говорит в пользу того, что современной родиной плова, именно современного, по праву являются две страны-наследницы оседлой земледельческой традиции древней Сагдианы – это Узбекистан и Таджикистан.
Однако, как и в случае с этносами и религией, которые в силу исторических процессов проникали из одной территории в другую, скорее всего, с пловом произошла вот подобная история, и он оказался в Междуречии из другого региона. Ведь если взять тех же узбеков как этнос, то он прибыл на нынешние территории, на нынешний ареал проживания относительно недавно, лишь в 15 веке, а ведь плов был популярен еще до их пришествия. Так откуда же все-таки плов пришел изначально? И здесь есть несколько версий. Традиция выращивания риса широко практиковалась в Китае, Индии и на Ближнем Востоке с самых древних периодов истории. Некоторые исследователи кулинарных традиций полагают, что пальма первенства в изобретении плова принадлежит китайским поварам в силу глубокой приобщенности жителей Поднебесной к этой злаковой культуре. Тем не менее, эксперты отвергают этот довод в силу принципиально иных кулинарных практик и приготовления риса, которые сложились на Дальнем Востоке. Скорее всего, ключевые принципы приготовления плова сложились в Индии, где вегетарианские блюда из риса существуют издревле, а устоявшаяся практика подкрашивать плов шафраном или куркумой укрепляет данную версию. Затем, уже чуть позже, существенный вклад в дальнейший процесс кулинарного становления внесла Персия, обогатив его мясными изделиями и приблизив его к тому виду, который известен сегодня всему миру. Символическая значимость плова в общей системе кулинарного застолья иранского народонаселения нашла отражение в сакральном сборнике персидской литературы средних веков и в «Тысяче и одной ночи», кстати говоря, тоже упоминается, и где упоминается как ключевое праздничное блюдо. К моменту утверждения дэшты-кипчакских кочевников, одним из них были узбеки, именно в Междуречье Мавераннахре на рубеже 15 и 16 веков местное ираноязычное сагдийское население уже готовило и практиковало традицию приготовления и поедания плова. Но с интеграцией кочевого уклада тюркского образа жизни были заложены канонические основы в техниках приготовления именно современного плова. Таким образом, делаем вывод, что плов не возник на территории современных Узбекистана и Таджикистана, но народы Междуречья переоткрыли и совершили некий апгрейд этого блюда, вдохнув в него новое дыхание и невиданную доселе кулинарную силу. Поэтому справедливо, что плов известен миру прежде всего как блюдо среднеазиатских народов, узбеков и таджиков. В связи с этим логично даже, что в 2016 году ЮНЕСКО утвердила плов в качестве памятника нематериального культурного наследия от Узбекистана. Ну что ж, на примере плова мы увидели, что национальное блюдо — это не просто еда, но также важный источник, который может рассказать нам многое об истории и культуре того или иного народа. И мы, кстати, очень благодарим вас за то, что вы попросили нас в комментариях рассказать об этом блюде. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики и пишите в комментариях новые интересные темы, о которых вы бы хотели услышать, а мы их обязательно раскроем на нашем канале Акасса. Всего доброго, спасибо, я вас люблю. Акасса.